Россия опять спасает АвтоВАЗ от долгов и краха. И перед тем, как рассказать все подробности, прошу вас подписаться на канал и поставить ваш царский лайк. За это в конце с меня не смешной анекдот. В России вновь нашелся очередной спасатель для многострадального АвтоВАЗа. На этот раз им выступил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. В ходе рабочего совещания регионального правительства он заявил о запуске дополнительных мер поддержки автогиганта. Однако напрашивается резонный вопрос: не должно ли быть все с точностью до наоборот? Разве крупнейшее предприятие отрасли не обязано само формировать доходы федеральной и региональной казны, а не жить за ее счет? Федорищев напрямую обратился за помощью для АвтоВАЗа к министру труда и соцзащиты Антону Котякову, главе Минпромторга Антону Алиханову и министру финансов Антону Силуанову. Просил поддержать завод. Поддержка будет оказана. Средства выделят на федеральном уровне, но с участием нашего софинансирования. Точный объем пока обсуждается, но вероятно речь идет о 12%, отметил губернатор. И знаете, друзья, в этом мало поводов для шуток. Сколько лет уже предприятия, некогда считавшиеся локомотивом отечественного автопрома, вечно просит государство о подачках. Более того, такая ситуация тянется не годами, а десятилетиями. Достаточно вспомнить лишь некоторые факты. 2010 год. Российский авторынок демонстрирует бурный рост, стремясь догнать показатели Германии. Кризисных признаков не видно. А что же АвтоВАЗ? По данным Минпромторга, долг компании составляет 76 миллиардов рублей, не считая почти 10 миллиардов задолженности перед поставщиками. Российская газета писала, что в прошлом году предприятию уже перевели 25 миллиардов рублей, а в текущем году добавили еще 12 миллиардов для расчетов с кредиторами. Вдобавок, вскоре на счета должны поступить еще 28 миллиардов рублей в виде суды от акционера госкорпорации Ростехнологии. Замглавы Минпромторга тогда прямо заявлял: реструктурировать такой долг на рыночных условиях невозможно. Присутствуют все признаки банкротства. 2018 год. Кризис позади, рынок оживился, и АвтоВАЗ впервые за 10 лет выходит на прибыль в 5-6 миллиардов рублей, как сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемизов. Однако эта прибыль возникла не за счет реальной эффективности, а благодаря тому, что акционеры перекупили акции предприятия и конвертировали долги в бумаги компании на сумму свыше 100 миллиардов рублей. 2021 год. Санкций против России еще нет, рынок стабилен, но общая задолженность АвтоВАЗа, по словам президента компании Максима Соколова, снова достигает 100 миллиардов рублей. 2024 год. Европейские конкуренты покинули российский рынок, китайские марки еще не закрепились окончательно, отношение к ним остается настороженным. И все равно долговая нагрузка АвтоВАЗа вновь на уровне тех же 100 миллиардов рублей, как заявляет министр промышленности и торговли Антон Алиханов. Он же напоминает, что государство регулярно перечисляет заводу дотации, компенсирует расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, субсидирует льготное кредитование, лизинг и займы Фонда развития промышленности. А для тех, кто планирует сэкономить до 40% на покупке автомобиля, используя лазейку в утильсборе, рекомендую обратиться в Hotcar Online. Ребята поставляют автомобили с аукционов Японии и внутренних рынков Южной Кореи и Китая с полным набором услуг от поиска и покупки до отправки, оформления и доставки в ваш город. Hotcar берет на себя подготовку всех документов, перевозку на судне, растаможку, ГИБДД, а вы получаете автомобиль, готовый к эксплуатации. Ознакомьтесь с базой отзывов и рекомендаций от клиентов, с которыми уже пройден этот путь. Контакты и ссылки оставил под видео, пишите или звоните, и вам рассчитают стоимость понравившегося автомобиля и расскажут, как получить выгоду до 40% с рынком РФ. А мы идем дальше. Летом этого года руководство предприятия объявляет о возможном переходе с осени на 4-дневную рабочую неделю из-за тяжелой рыночной конъюнктуры.
И как тут не вспомнить знаменитое «никогда не было» и вот опять. Причины известные: переполненные склады, агрессивный демпинг импортеров, чрезмерно высокая ключевая ставка. То есть все как всегда. Виноваты обстоятельства, а не сам производитель. Но при этом ни завышенные цены на автомобили, ни устаревшие технологии, ни полная зависимость от импорта в электронике, автоматических трансмиссиях, подушках безопасности и ESP не считаются проблемой. Ведь этих компонентов в России попросту нет. Складывается ощущение, что мысль о том, что промышленное предприятие обязано быть прибыльным, в кругах эффективных менеджеров воспринимается как опасная ересь. Над отраслью словно тенью витает убежденность: автопром – это священная корова, которую государство обязано кормить, оберегать и холить, даже если сам завод хронически не способен к развитию и инновациям. Однако пора признать очевидное: не государственный бюджет должен бесконечно тянуть этот чемодан без ручки, в роли которого у нас уже давно выступает АвтоВАЗ. Важно наконец-то понять, почему гигантское предприятие годами находится в состоянии перманентной финансовой комы и по сей день не может встать на собственные ноги. Кстати, в прошлом месяце установлен рекорд по объему ввоза автомобилей физлицами для личных нужд через Владивостокскую таможню, об этом сообщает пресс-служба ведомства. В прошлом месяце через указанное подразделение был ввезен 31 101 автомобиль, что почти в 1,5 раза больше прошлогоднего результата за тот же месяц – 26 050 машин. Всего по итогам этого года в Российскую Федерацию через Владивосток физлица для личных нужд импортировали 172 тысячи машин. Рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 16%. Основной поток – поддержанные автомобили японских марок. В лидерах Toyota, Mazda, Nissan, Honda, Subaru и Suzuki. Также ввезено значительное количество машин из Южной Кореи, Hyundai и Kia. Импорт автомобилей из Китая единичный. По итогам этого года доля внедорожников и кроссоверов на рынке автомобилей с пробегом составила 26%, что существенно уступает аналогичному показателю на рынке новых машин – 72%, сообщил в своем телеграм-канале директор агентства «Автостат» Сергей Целиков. В топ-5 рейтинга самых популярных кроссоверов без учета Лады Нивы сразу 3 японских модели. Итак, самые продаваемые кроссоверы и внедорожники с пробегом в России. Toyota RAV4 – 24 914 штук. Цена автомобиля с пробегом до 100 тысяч километров от 1 400 000 рублей. Renault Duster – 19 194 штуки от 485 тысяч рублей. Volkswagen Tiguan – 18 304 штуки. Цена от 1 250 000 рублей. Nissan X-Trail – 18 024 машины. Цена от 840 тысяч. Nissan Qashqai – 17 567 штук от 635 тысяч рублей. Mitsubishi Outlander – 16 891 штука от 950 тысяч рублей. Hyundai Creta – 15 тысяч штук. Цена от 1 200 000 рублей. BMW X5 – 15 тысяч штук от 1,5 миллиона рублей. Hyundai Santa Fe – 13 тысяч штук от 1 100 000 рублей. Honda CR-V – 13 тысяч штук от 660 тысяч рублей. Kia Sorento – 13 тысяч штук. Цена от 870 тысяч рублей. Hyundai Tucson – 12 тысяч штук. Цена от 740 тысяч рублей. Интересно, что самый популярный китайский кроссовер с пробегом Haval Jolion расположился на 34-м месте в списке – 6221 штука. Он находится между Mitsubishi Pajero и Suzuki Jimny. Всего за этот год на вторичном рынке было перепродано более 850 тысяч кроссоверов, а число их моделей превышает 650 единиц, добавил Целиков.
Ранее Автостат публиковал статистику автомобилей с пробегом, которые возили в России в текущем году. Так, лидером среди марок оказалась немецкая BMW – 17 529 штук. Это на 7% больше, чем в прошлом году. На втором месте Kia. С начала года в Россию привезли 17 тысяч корейских машин, плюс 53%. Напишите в комментариях, как считаете, нужно ли помогать АвтоВАЗу. Ну и обещанная мною шутка. Маленькая девочка клянчит в магазине игрушек. «Мам, смотри, какой домик для Барби, купи мне». На что мама отвечает: «Я же тебе уже объясняла, что 4 цифры рядом с предметом означают, что он не продается». А больше автоновостей, инсайдов и юмора вы найдете в наших Рутуб, ВК и Телеграм каналах, ссылки в описании.